Я даже не ожидал, что получится такая интересная и клевая модель. Сегодня у нас на обзоре электричка. Ну как электричка? Пока что это только головной вагон EDM4. Вот такая вот современная, можно сказать. Ну как современная? Ну по крайней мере сейчас они ездят еще. Можно сказать современная. Не старая это Глобус, да, которая R2, а вот такая уже современная. В зеленом окрасе. Можно было сделать и в РЖДшном, конечно. Ну ладно, пусть в зеленом, так в зеленом. У меня просто ездят такие здесь вот под окном недалеко. И я вижу их в красном. Вот было бы интересно их две снять на фоне. Ну не знаю, ладно. Короче, Ярославль-Кострома, погнали. Журнал у нас выпуск номер 23. Наши поезда, масштаб 1.87. Кто просил там этот электропоезд снять? Ну-ка быстренько напишите комментарий, потому что не пойму я, кому нравятся поезда, а кому нет. Вот если ты смотришь это видео, поставь лайкос под видос и напиши обязательно комментос. Вот, все, сказал, погнали. Короче, вышел прям вот буквально недавно и начали рассылать его. Цена составляет 2400 рублей. Вот, ценник, пожалуйста, 9000 экземпляров. 15 апреля ушел в этот самый тираж, а пришел вот в конце мая. Но мне, кстати, обошелся он немножечко дороже. Я расскажу вам, сколько стоило и где можно купить. Все будет в этом видео. Итак, вот мы видим эту картиночку. Первую у нас здесь Харьков. На станции Харьков пассажирский, 2002 год. 27 апреля даже есть дата. Так, дальше листаем. Это вот его предшественник, вот такая вот электричка, это ED4. Кстати говоря, электропоезд, вообще ED4M расшифровывается как электропоезд Демиховский. Четвертый, да, соответственно, модернизированный это идет у нас. Ну вот мы здесь можем фотки электричек посмотреть. Я гонял в свое время на электричках очень часто. Кто тоже ездил, напишите комментарий, как вам вообще, ну, сама атмосфера. Самая лютая атмосфера это летом начинается. Ну, в начале, где-то в мае, да, когда толпы садоводов начинают ехать на свои дачи. И просто там двери не закрываются, то есть туда люди впихиваются, двери не могут закрыться, соответственно, это вообще так битком набивались, я просто в шоке был, когда я первый раз увидел. Ну, и сейчас это происходит, до сих пор, наверное, происходит, хотя электропоездов-то много ездит. Так, с 96-го года начали производить, вот он, красавчик, соответственно, наш, не знаю, номер такой будет, не такой, вот лежит модель, посмотрим. Так, 130 километров в час, 45 тонн масса, и вот смотрите, какой он длинный на самом деле, да, получается. И вот два даже три, вот тут, по-моему, три электровагона. Каких электровагона? Мотор вагона, да? Соответственно, один у нас прицепной, вот я вижу. Сколько просто надо купить? Ну, две головы, понятное дело, чтобы собрать электричку. Две головы мы покупаем. Хотя бы, наверное, один мотор-вагон. Не знаю, может один мотор-вагон гонять туда-сюда. Знающие люди точно напишут сейчас комментарии мне. Мне кажется, два мотор-вагона надо и один прицепной между ними. Вот 5 вагонов, получается, надо прикупить, чтобы у вас был полноценный такой состав электрички. И стоимость, кстати, мне обошлась 2800. 2800 я отдал с доставочкой, ребята. Вот так вот. А розничная цена 2300. Поэтому, наверное, выгодно где-то купить, может быть, в киосках каких-то, может, там дешевле будет. Но я заказываю все это дело по предзаказу, поэтому мне присылают. В общем, 2800 отдал за такую красоту. Ну, красота, что, красота требует жертв, как говорится. Так, дальше. Вот здесь вот, кстати, интересно написано, смотрите, что EDM4 называли стрекозой, попугаем и ласточкой. Я вот таких названий, честно, не помню, чтобы мы так называли. Электричка она и электричка, но было у нее название, конечно, там другое немножко. Не буду здесь озвучивать. На букву Л начинается. Ну, хотя это вроде слово нормальное, но не буду озвучивать. Кстати, здесь у нас вокзал Орехово-Зуево. Почему? Потому что город Демихов находится рядом, ну, в пригород, в общем-то, Орехово-Зуево. В общем-то, там находится вот этот завод по производству. А был он изначально, этот завод, по-моему, делал он только лишь... Что он делал? Узкоколейки делал для торфяного, там, этого, добычи торфа. В общем, делал узкоколейки.
А потом вот перешел на электрички. Кстати, здесь тоже что-то интересное. В общем, читать-то мы не будем, соответственно, а то читать, может, час будешь сидеть читать. Ну, не час, минут 20. И вот, смотрите, серию запустили наши танки. Опять 50 выпусков выйдет раз в 2 недели, масштаб 1.43. Кто там танки хотел собирать, вот для вас повтор коллекции, так сказать. Ну и, конечно же, вот выйдет в следующем выпуске моторный вагон. Брать, не брать, пишите комментарии. Ну что ж, переходим давайте к модельке. Идет в таком блистере, как обычно, все стандарт. Вот мне прям безумно нравятся вот эти железнодорожные модели. Я не знаю, как вам, но у меня какой-то прям вызывает восторг все это дело. Потому что, ну, наверное, такая у меня мечта еще все сохраняется. Никак не осуществится. Ох, сколько бумаги. Ладно. Попробовал аккуратно открыть, не получилось. И достаем. Тяжеленькая моделька. Тяжеленькая. Давайте-ка я ее вот сюда так поставлю. Кстати, мне тут пишут, где купить рельсы. Ну, ребята, рельсы... А, нет, кто-то писал, ты делал рельсы сам. Ну, как я их сам сделаю? Из металла, что ли, выточу на станке? Нет, конечно, это все дело продается в специальных модельных магазинах, которые занимаются железнодорожным моделизмом, ребят. Пожалуйста, просто поищите в интернете, и все для вас будет. Пика, Рока подходит. Здесь конкретно, по-моему, иглмосовские. Я уж не помню, или я их не стал делать. В общем, можно купить с рук, пожалуйста, эти рельсы. Что-то я сегодня много болтаю, да? Скажешь ты. Давай модель показывай. Ну, давайте, передняя часть у нас. Вот такая вот. Красота. Номер 0160. Ну, 0160 у нас указан на журнале. Большие окна, посмотрите, прожектор, дворнички сделаны у нас, все по красоте, буферные огни, соответственно. Есть вот эта вот ручка, но она почему-то, видите, не сделана ручкой, может из-за того, что маленький, конечно, я понимаю масштаб, но по идее, мне кажется, здесь должна быть ручка, чтобы машинист мог сюда вот на ступенечку встал, залез и, соответственно, там, ну, что-то сделал, окно протер, я не знаю, протирают, нет. Нет маршрута, есть у нас... Соответственно, полоска, а маршрута нет. В коричневом цвете у нас салон машиниста и помощника машиниста. Вот тут вот у нас сидит машинист. Вот тут вот, получается, справа. А слева, ну, вообще он должен стоять. Ну, видать, иногда сидит помощник машиниста, который бегает вокруг поезда. Но... Есть такая фишка, что машинистом ты не станешь, пока не был помощником. Поэтому надо сначала побыть помощником, а потом уже ты становишься машинистом. Смотрите, какая-то красная табличка у нас. Что-то есть здесь, надписи нету. Ну-ка, сейчас мы переведем вот так вот камеру в другой режим. Нету ничего. Ну, наверное, что-то тут должно быть. Так, убираем. Широкие двери здесь. Большие тамбура, кстати, в этих электричках. Ну, прикольно. Даже вот туалет. Видите, здесь маленькое окошечко, пожалуйста. Все аккуратненько. Мне прям очень нравится. Посмотрите, какие окошечки. Все прям. Это аварийный выход у нас, видите, без форточки. Прям здоровская. Здоровская моделька. На крыше у нас также есть надстроечки. Ну, какие-то... Что-то связано с электрооборудованием. Я не буду называть, я не знаю как. А вот здесь, смотрите, что-то должно быть у меня. Отвалилось, что ли? Вот тут вот. Ну-ка, где этот блистер я делал уже? Блистер. Что, антенна должна быть? Ну-ка, ну-ка. Вот он валяется. Блистер. И внутри у нас пустоган. Ничего нету. Значит, что-то может быть... Фу, пыли-то налетел. Не знаю, должно быть, нет. Как будто на фотках, короче, на фотках нет ничего. А, вот такая вот штучка может. Напишите комментарий, должно что-то там быть или нет. Ну, вроде, как бы, мне не мешает. Надо купить второй просто мотор-вагон, тогда будет понятно. Задняя часть, ну как задняя, она не задняя, а также он не поедет, правильно? Здесь вот должен еще быть мотор-вагон. Соответственно, поэтому эту часть мы никогда просто так не увидим. Это вам не пассажирский поезд. И с этой стороны у нас, кстати, салон там весь в коричневом цвете.
сидушки. Ну, сидушки я бы не сказал, что прям... Сейчас тоже камеру переведу. Вот такие вот сидушки. Не знаю, вот я не помню. Я ездил последний раз, были уже высокие такие. А здесь вот как бы, ну такие. Ну, прикольно, все равно прикольно очень. В таком маленьком масштабе, вот сюда заглянем. Смотрите, я как будто в этом нахожусь. Между вагонов. Эх, плохо видать. Так, иду, такой по электричке иду, хоп. А, дверь не открывается, закрыли от контролеров дверь. Да что такое, придется перебегать. Да, было и такое. Кстати, в моей практике. Колесные пары и нижняя часть. Смотрите, как сделано. Ну, все это пластик. Кстати, кто спрашивал, здесь модель выполнена почти вся из пластика. По-моему, внутри должны стоять утяжелители из металла. Здесь у нас надпись Madimio 1.87. Ну, соответственно, вот эти все ресиверы, все вот эти вот железнодорожные, так сказать, штуки, которые как-то имеют название, они все присутствуют. Тормозные магистрали. А вот это что такое у меня тут? Либо это такая запчасть интересная, либо что это такое? Ну, короче, очень много мелких таких деталек, которые интересненько порассматривать. Кстати, смотрите, тормозные шланги у нас, видите, цвета разные. Здесь красный, здесь у нас синий. Ну, в общем, вообще здоровская модель. Очень-очень потрясающая. Ссылочка на нее будет в описании, ребят. Если что, переходите, заказывайте на рельсы. Кстати, ну на пиковские рельсы она встает. Как обычно, эти модели, знаете, встают, но иногда падают, потому что Madimio решила сделать точно все и сделала свои рельсы, чтобы все чисто ихние модели, нет такого слова, да, их модели стояли только лишь на их рельсах. Но это неправильно, с одной стороны, лучше бы сделали под колею 1.87 стандартную. Ну, люди переделывают, делают, все у них получается. В общем-то, все, вот такой видос. С вас лайкос, если понравилось, пишите комментарии. Все, всем пока и всем самое главное, конечно же, что добра.